В общем, на этом фоне не почему-нибудь просто вот объективная картинка, да, вот те же самые подсудимые выглядят интеллигентными, широко образованными людьми, приятными в общении, да, в отличие вот от противоположной стороны. Но же не случайно бизнес действительно сидит в массовом порядке. Это от непонимания природы рынка, да, от непонимания, от размытости вот этой границы легального ведения бизнеса и нелегального. Это все огромные ментальные проблемы большого, много чего пережившего народа и правоохранительной системы, в том смысле его такой слепок в миниатюре. В этом смысле судьи, к сожалению, мало отличаются от прокуроров. Если говорить о деле ЮКОСа, то оно неминуемо разделило бизнес и интеллигенцию на как минимум два лагеря. Что вы думаете по этому поводу? Ну, здесь ведь по-разному есть люди попроще, так сказать, не входящие в высшие сферы, там, не являющиеся там, журналистами по должности, изучающими политическую действительность. Для одних людей с демократическими убеждениями преследование Ходорковского-Лебедева – это преследование демократии, да, вот ставит знак равенства. Вот для других это наоборот. Но это совершенно вот советская ситуация, когда на кухне ты обсуждаешь и говоришь одно, внешне ты встроен в систему, делаешь нормальную карьеру. Люди не могут себе позволить политических высказываний, потому что за ними стоят корпорации, за ними стоят фирмы, за ними стоит свой малый бизнес. Да. Зачем людям вылезать? Они понимают, что они не могут повлиять на ситуацию, поэтому они не становятся граждански активными. Недавно, кстати, и Медведев, и Путин говорили о том, что если у вас есть какие-то претензии к результатам выборов, то, пожалуйста, идите в суды. Но попадая в суд, человек попадает в систему, в ту же самую. Абсолютно. Не понимаешь, что действительно эта система, будь она трижды независима и законодательна, она зависима в политическом смысле этого слова. Поэтому это абсолютно такое лукавство. То, что люди голосуют на федеральных выборах, это вот то же самое, что и высокие рейтинги наших думвиров. Это рейтинг не надежды, это рейтинг не поддержки, это рейтинг равнодушия. Ходят, да, на выборы федеральные, а на региональные уже бросили ходить. Андрей, ну вот в этой ситуации, как вы писали в своих обзорах, что у нас хотят управлять как Брежнев, а жить как Берлускони. И в этой ситуации, которую только что проговорили, вы видите какой-то выход? Она вообще конечна? Это самый сложный вопрос. Конечно, самый дискутируемый сейчас среди политологов, социологов, экономистов и так далее. Степень устойчивости этого инерционного развития. Вроде все привыкли к нему. Серьезных социальных бунтов, серьезного социального напряжения не возникает. Значит, можно жить так и дальше. С другой стороны, начинают потихонечку сыпаться сами собой институты определенные, на которых держится государство. Например, институт милиции, институт армии, спасенные годом службы, но не до конца, все равно никто не идет служить. Агрессивность резко вырастает, и это, в общем, не безболезненное явление. То есть не обязательно люди с вилами пойдут брать Кремль. Они друг друга пойдут брать. Милиции нет. В сущности, взаимная озлобленность высока. Вот эта вот социальная ткань, когда она разлагается, это очень, очень опасно. Ну тут чудес-то не происходит. Не происходит. Другой вопрос, сколько хватит так сказать, устойчивости этого социального капитала, да, чтобы все не развалилось. Этого не знает никто. Наверху явно надежда на то, что можно жить так вечно. Под аккомпанемент разговоров о технологическом перевооружении. Теперь новая, значит, что называется, фишка, что мы будем закупать технологии. Есть технологии импорта и покупки людей с мозгами, да, начиная от преподавателей с западными степенями, в том числе в гуманитарных науках, не только в технических, заканчивая работниками квалифицированными. Так они же не едут. Они же в массовом порядке не едут, они боятся той среды, которая существует здесь. То же самое с машинами. С людьми и с машинами все одно и то же. А когда у вас сидят в тюрьме всякие физики, Сутягин, Данилов там, и так далее, да, то, в общем, 30 раз подумаешь, еще ехать или не ехать. Ну, вы много писали как раз о ситуации в Восточной Европе, и в этом смысле не могу не спросить вас про пример Чехословакии. Он совсем не применим к нам?
вы думаете? Проблема в том, что там хозяйственная культура другая. Она не была вытравлена несколькими десятилетиями значит, от тоталитарного господства. Элементы частной собственности, другое бизнес-мышление. Но все равно оставалось бизнес-мышлением. Даже Пражская весна та же. Та же Пражская весна. Случиться. Да, и это все, безусловно, влияет на то, что целеполагание у народов и стран другое. Воссоединение с Европой. Воссоединение с Европой — совершенно понятный ориентир, понятные институты, понятная экономика и так далее. Несмотря на родимые пятна социализма, в общем, все более-менее проходит без таких вот эксцессов, как у нас. А у нас нулевые путинские. Нулевые путинские довольно быстро стерли весь тот социальный капитал, в широком смысле слова, который был наработан за 90-е годы. А как быстро, кстати, вот я хотела вас спросить про 90-е годы, и что произошло за столь короткий на самом деле период, и как мы сильно изменились? Вы как отвечаете себе на этот вопрос? Ну, примерно как Гайдар это объяснял, что это некий постреволюционный откат, неизбежный, усталость от перемен, когда здесь вот все столкнулись с необходимостью выбора, с необходимостью добывать себе деньги на жизнь, с необходимостью голосовать, выбирать себе власть, с некоторой длительностью эпохи перемен. Естественно, захотелось назад под крыло государства, захотелось папу, захотелось в том числе к Сталину назад. Сталин лайт. Вот, опять же, управлять как при Сталине, жить как Абрамович. Такое было более экстремально, чем управлять как при Брежневе, а жить как Берлускони. Ну, это примерно одно и то же, просто разные градации представления об управлении и уровне жизни. И импульсом к переменам, как многие говорят, может служить сильный испуг. Власть испугается, народ испугается, что все-таки все разваливается, нужно что-то такое делать срочно, немедленно, прямо вот сейчас. Но испуг есть, точнее был, он прошел сейчас, был испуг, связанный с оранжевой революцией, потом эти страхи прошли. Был испуг, связанный с кризисом, он тоже прошел наверху. И главная реакция на испуг была не очень правильная, да? То есть не начали менять институты или укреплять их, начали закручивать гайки. Просто нужно, как говорили диссиденты в свое время, соблюдать собственную конституцию, дать реальную политическую свободу, перестать зажимать, просто отпустить вот эту руку, которая до побеления в пальцах держит за горло политическую систему, говорит, что это сохранение порядка. Ну, банальная вещь, да, выборы губернаторов. Говорят, станет хуже, система будет разбалансируемая, неуправляемая. Хуже не будет. То есть нужно посчитать реальную эффективность от открытых и демократических процессов, то есть от их применения. То есть нужно просто смоделировать, да? Можно смоделировать. И я думаю, наши ныне математизированные экономисты могли бы даже модели нарисовать какие-то. Если у вас будут работающие реальные партии, а не имитационные, то, может быть действительно, когда-то выборы обретут смысл снова, да, что будут выбирать не физиономию, не абстрактную стабильность, а выбирать программу, выбирать изменения, выбирать концепции этих самых изменений. У суда не будет необходимости озираться на вот эту самую политическую ситуацию, которая диктует любому судье в подкорке, значит, что он должен не переходить какую-то грань. Особенно в резонансных процессах, где есть неизбежным образом есть недекларируемая политическая составляющая. Отпустить вожжи. Вот, собственно, простая программа. Мне кажется, не утопическая. Благодарю вас, Андрей, за участие в нашей программе. Сегодня на территории гласности был Андрей Колесников, политический обозреватель, и мы говорили о том, как реально сделать жизнь в России лучше, даже несмотря на то, что сейчас все довольно-таки пессимистично. Всего хорошего. Спасибо.